Что такое сон, знают все. А кто-нибудь может ответить на вопрос, а зачем нужен сон? Что он дает организму? Почему кому-то нужно 2-3 часа в сутки, а кто-то спит по 16 часов в день и чувствует себя невыспавшимся? Почему мы отдыхаем во время сна? Проснувшись, мы чувствуем себя отдохнувшим. А если не спать 5 суток, то человек сходит с ума. Без сна человек теряет способность рассуждать, принимать решения, теряет эмоции, тупеет. Так что же происходит во время бессонницы? И какие процессы происходят во время сна? Если почитать исследования, то впечатление только одно. А черт его знает, что это такое. Есть гипотезы, что в процессе сна, есть гипотезы, что в процессе бодрствования накапливаются какие-то метаболиты, которые токсически действуют на мозг, а во время сна они метаболизируются организмом. Мне эта гипотеза кажется притянутой за уши. Считаю, что механизм сна совсем другой. Это канал «Аппаратная психотерапия. Аудиокатарсис». Я его автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. С конца прошлого века я занимаюсь проблемой математической модели нервной системы. На этом канале я знакомлю вас с практическим применением данной модели. Рассказываю, как знание принципов работы нервной системы поможет вернуть в вашу жизнь энергичность, работоспособность, уверенность в себе, счастье. Так какова цель сна? Сон дает отдых. Чему? Какому органу? Давайте возьмем для примера современного человека, менеджера первичного звена. Такой выбор я сделал, чтобы исключить другие факторы, не имеющие значения. Потребность во сне испытывают все, значит физическая или интеллектуальная активность роли не играют. Человек из нашего примера к вечеру не перегрузил свои мышечную, сердечно-сосудистую, дыхательные и другие системы и органы. Они не устали, им не нужна перезагрузка. Значит, речь может идти только об одной системе – нервной. Она требует отдыха. А как она перетрудилась? Наш пример не перегружен интеллектуальной деятельностью. Никаких решений ни на работе, ни дома он не принимал. Что могло его так утомить? В нервной системе накапливаются продукты метаболизма. А почему они не вымываются ликвором? Точнее так, утверждается, что они вымываются ликвором. Но почему только во сне? Проток закрыт у бодрствующего? Глупости. Мне видится все это иначе. По нашим нервам не протекают усталость или бодрость, образы или запахи, ревность или жадность. По нервным путям протекают только электрические сигналы, которые принято называть нервными импульсами. Нервная система – это электроприбор, созданный для генерирования, проведения, использования электрического тока. Белки, жиры, углеводы, гормоны, медиаторы, глюкоза – это все способы проведения электрического тока. Как может устать электрическая цепь? Перегреться от избыточной мощности? Но мы оговорили, что никакой нагрузки на мозг наш контрольный объект не испытывал. А спать он все равно захотел. Чем больше электрической энергии поступает в мозг, тем больше процессов он способен выполнять одномоментно. Тем более мы энергичны, работоспособны, счастливы. Гораздо сильнее мы устаем тогда, когда выполняем монотонную работу, не требующую умственной деятельности. Еще сильнее хочется спать, когда вообще не выполняем никакую работу. Нервная система устает, когда поток энергии в мозг уменьшается, когда возникает дефицит энергии. А почему может возникать дефицит? Где происходят потери? Структурами, генерирующими электрические импульсы в организме, являются рецепторы. Эти формирования превращают в электричество все виды энергии, их окружающие. Источника же энергии всего два. Это окружающий мир и изменение физико-химического состояния нашего организма. Мы видим свет, слышим звуки, реагируем на боль. Грубые изменения физико-химического состояния нашего организма мы воспринимаем как физический дискомфорт или боль. Получается, чтобы работала наша нервная система, необходимы изменения в окружающем мире или боль. Источники энергии неравнозначны. Энергия Вселенной огромна и бесконечна, в нашем понимании. Изменение же состояния нашего организма, мало того, что несопоставимы с изменением окружающего мира, они требуют восполнения. Для того, чтобы произошли эти изменения в состоянии нашего тела, наш организм должен приложить для этого энергию, в том числе и электрическую. То есть коэффициент полезного действия боли, как источник энергии, гораздо меньше. Чтобы вернуть изменения нашего организма в первоначальное состояние, тоже нужно приложить энергию. Можно сравнить этот процесс с работой аккумуляторов.
Аккумулятор дает в какой-то момент энергию, но для последующего заряда требуется гораздо больше энергии. Вот он тот самый механизм возникновения дефицита электроэнергии в нервной системе. В этом случае сон – это механизм минимизации процессов в нервной системе, чтобы у нее была возможность восполнять дефицит энергии, не тратить эту энергию на другие процессы, связанные с бодрствованием. Если мы примем вышеизложенную точку зрения, то можем ответить на многие вопросы, связанные с механизмами сна. Почему, когда нам скучно, мы хотим спать? Приток энергии в мозг уменьшается. Почему при уменьшении длительной выматывающей боли пациент мгновенно засыпает? Увеличивается дефицит энергии. Она перенаправляется на восстановление болевых очагов. Почему, когда мы счастливы или занимаемся любимым делом, то мы не хотим спать? Поток электроэнергии в мозг резко увеличен, нервная система работает на полную катушку. В комментариях пишите вопросы, на которые сами не сможете ответить, используя данную гипотезу. Если вы зададите вопрос, на который я не смогу ответить, то буду вам благодарен. Это поможет доработать математическую модель нервной системы. Если гипотеза входит в противоречие с реальными фактами, то нужно искать другое объяснение. Хотя обычно наши ученые предпочитают игнорировать факты, не посягая на святое, на общепринятые гипотезы. Этот ролик создан для того, чтобы попытаться осмыслить одно из самых распространенных и самых загадочных явлений – сна. Подписывайтесь на канал «Аппаратная психотерапия Аудиокатарсис». Узнавайте, как вы можете изменить свою жизнь в нужную вам сторону. Какие тайны нашего мозга мы можем объяснить. Подробнее о работе нервной системы вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки я оставлю в комментариях.